Привет всем! Вы на канале Вернит Вязание, и сегодня мастер-класс по джемперу. Прежде чем вязать такой джемпер, я вдохновилась идеей модели Брунелло Кучинелли, весна 2022 года, вот с таким узором листья. Этот узор у меня похоже есть в слитках, я уже его вязала, теперь вот его перенесла на большое изделие, на джемпер. Единственное, я его решила сделать теплым. Для джемпера я использовала пряжу мохер в 50 граммах 250 метров. В 2 нитки я вязала. Мохер брала 2 нитки и взяла Baby Cotton Yarn Art пряжи 50 грамм 165 метров. Это хлопок с акрилом. 50% хлопка, 50% акрила. Этой пряжи я вязала в одну нитку, то есть 2 нитки мохера и 1 нитка Baby Cotton. И еще я добавила для цвета, так сказать, вот такую тоненькую серую ниточку, чтобы более плотный такой цвет был, более серый уходил. Baby Cotton, сейчас скажу номер цвета 406. Это белый мохер у меня, 205 номер. Всего на джемпер ушло примерно 5,5 мотков мохера Gold и где-то чуть больше 4 моточков Baby Cotton. Также нам понадобятся спицы. Одни спицы 6 мм, это для резинки. Потом мы будем переходить на основное полотно и будем уже вязать спицами номер 7. Чтобы было понятно, как вязать джемпер, я вот схематично вам его здесь изобразила. И вкратце разъясню. А далее в мастер-классе поподробнее все покажу, как вывязывается. Итак, вяжется отдельно у нас перед, спинка и рукава. Плотность вязания у меня в квадрате 10 на 10 сантиметров, 15 петель и 16 рядов. Вязал я на размер М. Длина изделия у меня 50-52 сантиметра, высота 50-52 и плюс 4 сантиметра резинки. Рукав у меня в высоту 45 сантиметров. Перед вяжется полотном обратными рядами, 7 раппортов в высоту, 5 раппортов в ширину. Когда мы доходим до конца 7-го раппорта, вот эти петли мы провязывать не будем, отдельно вяжем эту часть, отдельно эту часть и по одному раппорту в высоту. Спинка вяжется 8 раппортов в высоту полностью и 5 раппортов в ширину. Рукава вяжется 3 раппорта в ширину, и после первого раппорта уже идут прибавления с боков. В высоту провязывается 7 раппортов. Не забываем про резинку, то есть везде резинка 4 сантиметра 1 на 1. После того, как будут связаны все изделия, мы сшиваем вот по этой части перед со спинкой. И далее по кругу мы набираем петли и вывязываем отдельно горловину резинкой тоже 1 на 1. Примерно 2,5-3 сантиметра она у нас выходит. Ну, вроде все по схеме я вам рассказала. Далее смотрите мастер-класс. Я прикреплю схему узора. В мастер-классе будет подробно, я буду показывать и рассказывать, как вывязывается узор. И отдельные части джемпера тоже расскажу, как вывязывается. Для спинки на спице номер 6 нужно набрать 78 петель любым способом. Отмотать подлиннее конец, чтобы хватило, и набираем 2, 3, 4. Я набрала 78 петель. Далее вяжем резинку 1 на 1. Нужно связать 4 сантиметра резинки. Первую кромочную снимаем. И дальше вяжем резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая,
изнаночная. Итак, я провязала резинку 1 на 1 4 сантиметра. У меня получилось 7 рядов. Далее будем вывязывать с вами узор. В ширину у нас по спинке будет 5 раппортов узора. Первый ряд раппорт мы вяжем всего лишь один раз, он состоит из 15 петель. Далее раппорт будем вязать с 3 по 12 ряды и повторять, то есть с 3 по 12. Первый ряд мы вяжем только один раз в начале. И далее в раппорте узор будет по 16 петель. А в итоге у нас на спицах будет 83 петли. Вяжем первый ряд и переходим на спицы номер 7. Первую кромочную мы снимаем. Далее идет лицевая, накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево, это за заднюю стенку мы провязываем. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо за переднюю стенку. Лицевая, изнаночная, лицевая. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Для удобства вот я разверну петлю. Но туго, потому что мы переходим с более тонких на более толстые спицы. 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Накид. И 3 лицевые. 1, 2, 3. И накид. Вот мы провязали первый раппорт узора. Далее также провязываем второй, третий, четвертый и пятый. После того, как вы довязали последний раппорт, вот у меня накид здесь, остается на спице 2 петли. Вот эта петля у нас для симметрии, мы ее всегда провязываем лицевой. И последняя кромочная, мы ее провязываем изнаночной. Далее вяжем второй ряд. Второй ряд и все четные ряды мы вяжем по рисунку, как у нас идет. Первый кромочный мы снимаем, далее у нас идет изнаночный, мы ее провязываем изнаночной. Там, где у нас накид, мы его тоже провязываем изнаночной. Снова накид, провязываем изнаночной. У нас идут пока изнаночные. Вот дошли до лицевой, она вот такая развернутая, ее провязываем лицевой. И так до конца ряда. Вяжем третий ряд. Первый кромочный мы снимаем, лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Изнаночная, 2 вместе лицевой за переднюю. Удобнее было провязать за переднюю стенку, петли я разворачиваю и провязываю уже 2 вместе. Изнаночная, 2 вместе за переднюю стенку, снова я разворачиваю. Накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и последний накид. Это мы провязали третий ряд раппорта узора. Пятый ряд, первый кромочный мы снимаем, далее лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой. Как я провязываю? Первый я снимаю, далее провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку и протягиваю через одну. То есть вот так вот. Далее изнаночная, лицевая, накид, лицевая,
2 вместе лицевой за заднюю стенку, изнаночная, 2 вместе лицевой за переднюю, разворачиваю петли. Лицевая и накид. 7 ряд, первую кромочную мы снимаем, далее лицевая, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, это за заднюю стенку. Изнаночная, далее лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Изнаночная, 2 вместе лицевой за переднюю. Петли разворачиваем, чтобы удобнее провязать было. Лицевая и накид. 9 ряд. Первый кромочный мы снимаем, далее лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, изнаночная, 2 вместе лицевой за переднюю, разворачиваем петли и провязываем 2 вместе лицевой. Следующая лицевая, накид, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, изнаночная, 2 вместе лицевой за переднюю, разворачиваем, накид, лицевая, накид. 11 ряд. Первую кромочную мы снимаем, далее лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой за задней стенки, изнаночная, 2 вместе лицевой за передней, разворачиваем и провязываем, 2 лицевые, изнаночная, 3 вместе лицевой. Первую я снимаю, 2 провязываю за заднюю стенку лицевыми и протягиваю через снятую петлю. Далее накид и 3 лицевые. 1, 2, 3 и накид. Вот мы провязали 11 ряд. Далее продолжаем вывязывать полотно. Высоту нам нужно провязать 8 раппортов. Итак, я довязала спинку. У меня получилось 8 раппортов. И теперь часть спинки нужно будет закрыть. Первые 2 раппорта мы закрываем. Потом переходим на 3-й раппорт. Его провязываем по узору, как вот у нас идет. У меня в данном случае я закончила 12 рядом и начинаю с 3-го ряда. Я его провязываю и переснимаю на дополнительную леску, спицу. И дальше продолжаю закрывать последних 2 раппорта. То есть получается в середине у нас будут не закрыты 1 раппорт. Итак, вот я закрыла спинку. Вот первых 2 раппорта. Потом середину вот пересняла на спицу и закрыла последние 2 раппорта. Следующий этап — это вывязывание переда. Начинается он так же, как и спинка. Мы набираем на спице 6 мм 78 петель, вяжем резинку с вами, так же, как и на спинке, и распределяем в ширину 5 раппортов и высоту провязываем 7 раппортов. Далее делим вязание, будем провязывать отдельно с правой стороны 2 раппорта в ширину и 1 в высоту провяжем. Середину провязывать 1 раппорт мы не будем. И с другой стороны также 2 раппорта будем провязывать в высоту 1 раппорт.
Итак, так как мы закончили вязать 12 рядом раппорты, то продолжаем вязать с третьего ряда. Вот третий ряд я уже провязала, 2 раппорта. И хотела вам здесь пояснить. Одну петлю с третьего раппорта, первую, мы тоже возьмем в вязание, чтобы у нас был симметричный узор. И в конце нужно добавить из протяжки одну петлю, как кромочная она у нас. Я вот так вот беру из протяжки ее и провязываю лицевой. Вот. И дальше поворачиваю вязание, вяжу, получается, 4-й ряд, то есть мы с 3-го начинаем до 4-й изнаночный ряд, первый мы снимаем и как по узору вот вяжем изнаночные, изнаночными, накиды изнаночными, лицевые лицевыми. Далее довязываем до конца. Потом вяжем 5-й ряд, и уже прибавок делать не надо, туда-обратно вывязываем 1 раппорт. Итак, я провязала 1 раппорт, закончила 12 рядом, то есть нитка вот здесь у меня. И далее вот эту часть нам нужно будет закрыть. Покажу как. Первую мы снимаем, вторую провязываем лицевой и возвращаем ее на спицу. И вот эту первую тоже возвращаем на спицу и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снова провязываем лицевую, переснимаем ее на спицу, перекидываем вторую и снова 2 вместе провязываем. И так повторяем. Лицевая, переснимаем, 2 вместе, лицевая, переснимаем, 2 вместе. И так до конца, вот до сюда. Вот я закрыла петли правой части. Далее среднюю часть я пересниму сейчас на дополнительную спицу. Переснимаем. Все. Переходим теперь на эту сторону. Сюда привязываем ниточку. И здесь вот с этой стороны нужно из протяжки будет добавить еще одну петлю, как кромочную. И также продолжаем вывязывать в высоту 1 раппорт. И в конце, после 12 ряда также закрываем петли. Вот я довязала вторую часть. 1 раппорт узора и петли закрыла. Вот так с одной стороны выглядит, так с другой. Посередине у нас открытые петли остались. Потом мы из них будем обвязывать горловину. Теперь нужно соединить перед и спинку. И вот здесь вот соединить и сшить. 2 раппорта с одной стороны. И сшить между собой 2 раппорта с другой стороны. То есть спинку с передом сшиваем. Итак, вот я соединила перед и спинку и покажу, как я сшиваю. После того, как вы сошьете 2 части, перед и спинку, нужно будет сделать горловину. Я вот ниточку уже сюда привязала к краю. И по стороне, где мы вязали у переда еще 1 раппорт, поднимаем петли. Нужно поднять 10 петель. То есть мы вставляем, берем круговые спицы, вставляем вот сюда в петельку. Захватываем нитку и набираем петли. 1, 2,
третья. И так до петель, которые у нас на спице, 10 петель поднимаем. Дальше провязываем резинкой 1 на 1 все петли на дополнительной спице. Доходим до второй части, где у нас провязан отдельный раппорт в высоту. Поднимаем также 10 петель. И переходим на спинку, где у нас спицы были, где у нас петли были пересняты на спицу. Провязываем также резинкой 1 на 1. И доходя до конца первого ряда, продолжаем вязать второй ряд по кругу резинкой 1 на 1. И нужно связать 2,5-3 сантиметра резинкой 1 на 1. Итак, я провязала 3 сантиметра вот резинкой 1 на 1 горловину. И дальше мы ее закрываем. Закрываем так же, как мы закрывали по спинке по переду. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, возвращаем вторую и провязываем 2 вместе. Снова 1 лицевая, возвращаем 2 петли, провязываем 2 вместе. И так до конца ряда закрываем петли. Для рукава набираем на спице 6 мм 32 петли и вяжем резинку 1 на 1. А поворотными рядами нужно связать 4 сантиметра резинки. После того, как мы связали резинку 4 сантиметра, следующий ряд будем вязать просто лицевыми и будем делать прибавки. Нам нужно прибавить 16 петель. Это получается, через каждые 2 петли мы будем прибавлять. Первую кромочную мы снимаем. Дальше вяжем лицевой и вот так провязываем 1 петлю, 1 прибавили. Дальше вяжем 2 лицевые, достаем петлю и провязываем ее лицевой, еще 1 прибавили. И так через каждые 2 петли до конца нужно прибавить 16 петель. Вот я дошла до конца, сделала 15-ю петлю дополнительную, у меня осталось 2 петли. Мы сделаем следующим образом: 1 просто провяжем лицевой и из нее поднимем петлю и провяжем 16-ю. И последняя кромочная будет как изнаночная. На спице в итоге будет 48 петель. Далее следующий ряд поворачиваем на изнаночную сторону и провязываем его просто изнаночным. После этого начинаем вывязывать раппорт узора. В рукаве получается будет 3 раппорта узора. Вяжем сначала первый ряд и дальше повторяем с 3 по 12. И когда будете вывязывать первый ряд узора, нужно будет перевести на спицы 7 мм. Я провязала 1 раппорт узора. Далее в 3 ряду каждого раппорта нужно будет прибавить по 1 петле с 2 сторон. С правой стороны после кромочной, с левой стороны перед кромочной. И так в 3 ряду каждого раппорта. Высоту я буду вязать 7 раппортов. Хотела сделать пояснение к рукаву. Когда вы будете делать прибавки в каждом 3 ряду раппорта, у нас прибавляется количество петель. Вот я уже вяжу, получается, 1, 2, 3, 4. 5 буду раппорт вязать. У меня с этой стороны уже прибавлено 3 петли. Мне нужно прибавить 4. Я уже прибавляю ее не здесь, не перед кромочной, а как у нас идет по узору. Первый накид идет, я его делаю, да, по узору накид и лицевая. Это 3 ряд, вот я вяжу. И соответственно у нас получается вот она прибавочка сделалась. Потом снова идет накид, получается как бы 2 петля, да, лишняя у нас будет. Но потом у нас идет 2 вместе, то есть получается, мы накид сделали и тут же все равно петлю 1 убавили. То есть мы ее провязываем 2 вместе и последняя кромочная изнаночная. В итоге получается, мы сделали 1 прибавку и у нас стало 4 петли прибавленных. И так вот нужно провязывать ряды, да, по узору и смотреть,
чтобы у вас как бы вывязывался уже орнамент, но не увеличилось количество петель, то есть было 4, допустим. Вот вы прибавили 4, вяжете раппорт, чтобы эти 4 петли сохранялись. Соответственно, там раньше там 3 у меня петли я сохраняла, и также я вывязывала, то есть постепенно узор у меня получается вот с этой стороны и с этой стороны. Тоже также я делала накиды, но обратите внимание, то есть это конец раппорта, да, то есть это последние петли раппорта. Если здесь мы будем вязать, это первые петли, здесь с конца получается. Точно так же я прибавку делала в виде накида и дальше смотрел по узору, да, чтобы у меня сохранялось 4 петли, то есть не было лишних, из-за того, что по узору могут быть лишние накиды, чтобы сохранялись вот эти 4 петли, иногда провязывала 2 вместе вот здесь вот в конце. То есть будьте внимательны, чтобы у вас было все красиво, вывязывайте прибавки в узор, так сказать. После того, как будет связан рукав на нужную длину, я вот провязала 7 раппортов в высоту. У вас может быть свой размер, в зависимости от длины рукава, какой вы хотите. И дальше нужно петли будет закрыть, как мы закрывали петли спинки. То есть полностью закрываем весь рукав. После того, как вы свяжете 2 рукава, нужно будет их приложить переду и спинке. Одну часть наперед, другую на спинку и пришить. А потом, когда пришьете вот эту часть, нужно будет сложить рукав и по длине сшить рукав. И по бокам сшить перед со спинкой от рукава.